Сегодня мы приехали в Ашан, Лавину, и здесь у нас еще эпицентр. Хотим посмотреть кое-какие продукты и, возможно, вещи. Это обыденная рутина приезжать вот в такие магазины за покупками, но в наше время все интересно. Цены и всякое прочее. Пойдем покупать вещи. Сегодня 6 января, завтра православное Рождество. И сегодня предпраздничный день, так сказать. Мы идем в Лавину сначала, а потом пойдем в Ашан за продуктами. А в Лавине хотим посмотреть, какие здесь вещи продаются зимние. Там куртки такое вот что-нибудь. По-моему, опять сирена, да? Ветреная тревога. Нам не повезло, да? Не будет работать. Что ж, придется в машине пережидать, да? А куда люди бегут? Так, нам не повезло. Только мы приехали в Лавину, как тут же началась воздушная тревога, и нам пришлось покинуть магазин. Сейчас все люди будут выходить и ждать на улице, я не знаю. Убежища здесь вряд ли есть какие-то. Но мы идем в машину просто. В общем, вылетел в Беларуси какой-то самолет, который уже третий день летает и пугает. И поэтому сейчас по всей Украине масштабная тревога, и она может быть 2 часа, то есть пока этот самолет не сядет. Поэтому мы сидим, ждем, что будет дальше. 2 часа мы тут, конечно, сидеть не будем, но через 15 минут, если все будет нормально, если ракеты не полетят, то мы пойдем назад. Да, посмотрим. Может, магазины работают. Завтра праздник, нам нужны вещи, нам нужны продукты. Такая вот у нас жизнь с этими тревогами. Но машины разъезжаются, смотри. Ну да, а вообще, кстати, Да? возле Ага. больших гипермаркетов опасно сейчас Опасно, оставаться. да. А вдруг Путин решил уже теперь не по энергообъектам стрелять, а по... Как раз по таким маркетам, где собирается много людей, для да. того, чтобы было много жертв. Вполне возможно. Потому что, смотрите, машины массово выезжают с парковки. Люди боятся оставаться там, где скопление людей, и правильно делают. Возможно, нам тоже стоит отъехать в сторону куда-то. Все машины разъехались, все Опустела, боятся. да, пробка И там организовалась. уже пробка, отсюда не выйдешь. Вот так вот люди быстренько сматываются с места скопления машин и людей. Ну, правильно. Я, честно говоря, первый раз наблюдаю такую картину. А в Ирпене, по-моему, все кладут на воздушную тревогу. Мы были в Новусе, там вообще никто не отреагировал на это, никто никуда не уезжал. Но это Киев, по Киеву могут стрелять. Поэтому здесь вот так вот. Но мы решили тоже уехать, не знаем пока куда, но, короче, где-нибудь постоять в более тихом месте, в менее людном. Хотя я даже не представляю, где здесь менее людное место. Среди жилых домов, что ли, постоять, где-то поехать на Академгородке. Никакой паники, просто эвакуация. И причем эвакуация в основном машин. Люди, которые без машин остались возле магазинов, стоят, ждут, пока магазины откроют. Вот что интересно. Но мы решили, что нам все равно здесь нечего делать. Поедем сейчас в другие места. Посмотрим, как там. Может, на Академгородке магазины работают, я не в курсе. Попробуем это узнать. Парковка эпицентра, видимо, тоже опустела слегка за это время.
Ну что ж, напоминаю, 6 января, час дня, 2023 год, воздушная атака. Мы в одном из жилых районов Киева. Вот высотные дома. Это спальный район, но в нем есть такой пятачок возле метро, который торговый. Пятачок, здесь всякие магазинчики, вот эти вот желтые. Туда мы и направляемся. Сейчас хотим посмотреть, работает ли во время воздушной тревоги что-нибудь или нет. Ракеты до сих пор не вылетели, просто взлетел самолет. Я надеюсь, не будет никакой атаки ракетной, потому что вчера тоже была такая ситуация, я уже говорил. Но нам интересна сама обстановка в Киеве. Сейчас минус 2 градуса. На улице холодно. Ну, ветерок такой ощущается, как минус 8 приблизительно. Ну, так написано. Я не знаю, я ощущаю просто как холодно. Вот, кстати, одяг-то взуття работает, смотри. А, это секонд-хенд, да? Или нет? Давай посмотрим. Это был секонд-хенд, а секонд-хендом мы не интересуемся. Поэтому сейчас зайдем в джинсовик. Вот это, кстати, неплохой магазинчик. Он новые вещи продает. Более-менее Цены небольшие были раньше, насколько я помню. Вот сейчас в секонде посмотрели, куртка 1800. Как новая, да? Ну, такая почти, да? $1600 такие Ну, курточки. тепленькие. Тепленькие, да? Может, ты себе такой померишь, да? Подержи. Да, 200. 1400. Не, это все дермантин. Кожа столько, кожа гораздо дороже. Да, перчатки. Перчатки можно за 250 гривен. Шапочки теплые, ось. Шапочки 225 в разных колорах. Ну, прикольные шапочки, кстати. Ну, там мне шапочку. Вот такой? Ага, шарфики. Шарфики 450. 495, почти 500. Но мне больше всего нравится. Вот она как раз к тебе идет. Ну, хотя бы такой, да. Вот темно-серый хорошо тебе. 295 гривен такая шапка. 300 гривен. Вуаля. Так, джинсы на ладу мы посмотрели. Я их не буду брать, просто неудобно было там. По 600 гривен. Есть какие? Ну, такие, как я ношу. в принципе. Стрейчевые, тянутся. Стрейчевые, они тянутся. Вот так вот можно. Так, а что ты меня снимаешь? Новую шапочку снимаю. Лада купила за 300 гривен шапочку себе. Вот. Так, Как вам? А ей нужна новая сумочка, Ну потому что ладно, старая всё. уже подертая вообще. Короче, рассчитались мы наличкой, потому что терминал не работает. Пойдем искать другие магазины. Но это все секонд-хенды, а мы не хотим в секонд-хенды заходить. Вот этот баул, это точно секонд-хенд. Называется мережа магазинів одягу з Європи. Ну, здесь все работает. Может, нам снова проехать туда, в Лавину. Или на Святошино, в территорию низких цен. Хочешь? Для начала. на рынок. На рынок. Точно. Едем на Святошино. На рынок. Обычно у нас заканчивается наше путешествие по бутикам, походам на рынок. И в основном мы там все и покупаем. Бутики какие-то для нас однообразные. Ну, мы не находим ничего. На рынке, по крайней мере,
все одинаковые, все однообразные. То есть, ну, хорошо, как кому это все подходит. Нам это не подходит, поэтому нам там практически делать нечего. Но мы все равно ходим. Регулярно проверяем, может, что-то изменилось в этом плане. Вот это Святошинский рынок начинается. Это такие домики интересные с тех времен еще. Да. Когда-то это была окраина Киева, а сейчас это уже далеко не последняя станция метро Святошина. А ты Здесь- куда? Блин, надо где-то парковаться. Ой, здесь прямо где-то надо и паркануться, да. Совершенно. Надеюсь, тут тревогу не соблюдают. То мы заходим на рынок с задней стороны. Здесь так непрезентабельно, но как есть. А это вместо ворот вот такие вот штуки. Ой, я смотрю, рынок и не работает-то, наверное. Кто-то работает, кто-то нет. Холодно, наверное. Да, тут холодно. А сьогодні не виходили на ринку? Ні, працюю. Сьогодні так і працює, що ж немає. Святковий день, то так, Просто що передсвятковий, да? А так взагалі більше. Так, 10 години до 5 На Новий год це так. Ну, може так було. За Новий год нагадують, гуляють по 5-6 день, а вже на Христос видихають. Ну, вже так єлі-єлі. Моя мама сюди готувалась, звісно. А я потім мами не стала, молода дурна. І тут, що на Новий год. Ну, тоді не гадаю. Сумки посмотри. А какой ты? Не важно. Здрасте. С какую цену вот это рюкзачок? Такой где-то 800 гривен. 800 гривен. Показывать? Это кожа дерматиншек. Заменитель. Кожа не дороже стоит. Да. Ага. Нет, это хороший, это новый модель. Только мне бы не здесь модель. Смотри. Интересная модель и недорого. Хочешь такой? Именно такой, а не такой, как вот, скажем, серенький. А зачем? Эта форма интереснее, она и больше, и карманов. А мне, вот 4 эти, кармана. а мне вот эти змейки не нравятся, что блестят. Ну, Ну вот есть. да, я же говорю, посмотри на вот этот, мне больше нравится. Да. Форма такая же, а змейки... А этот сколько? 870. Черный этот. Цвет почти такой же, Так да. а что вам змейки? Оно же не отпадет. Там хорошие металлические змейки. А здесь и пластмассовые, да? Никакие, нормально. Тоже? Не, а просто они блестят так как-то, или тебе нравится? Не, ну такой, да. Ну, давай такой. Тоже неплохой. Сумка-рюкзак. Мы прошли через рынок, купили сумочку Ладе, но на остальные товары мы цены не спрашивали, потому что надо у конкретного продавца подходить, там же цены не написаны, не висят. Нужно идти, выспрашивать, и они тогда начинают а что мы с приставать. Так, сумочку купили. Покажи, какую сумочку. Вот. Сумка-рюкзачок из кожезаменителя 800 гривен ровно стоит. Дороже, чем в этом, где мы только что были, да? Ну да, дороже, чем в секонде. Ой, или Джинсовике мы чем в джинсовике, да. Но там такой не было просто формы. Еще пройдем в территорию низких цен, посмотрим там магазин. Хорошая. Хорошая сумка, да, новая. Мы приехали в территорию низких цен возле Макдональдса.
Вон, видите, красная крыша. Написано мини. Минимальных цен. Там одежда всякая. В общем, посмотрим. Сегодня холодно. Лучше ходить по магазинам, чем по рынкам. На рынке вообще холодно. Зайдем тут дешевле, слушай, я буду расстраиваться. Ты поспешила бы? Так, лучше здесь явно цены поменьше, чем на рынке были. Пойдем сдавать. На рынке возврат не работает. Кстати, я не вижу. Тут были раньше сумки, их уже нет, да? Ліквідація зимової колекції. В магазинах територія мінімальних цін. Знижки до 70% на всі новорічні прикраси. До 50%. Кстати, Джинсы, пожалуйста, 249. 250 гривен мужские джинсы, да? Видишь, действительно цены неплохие. И во время воздушной тревоги работают. Вот 200 гривен джинсы. Это женские. Это для кривоногих женщин, посмотри. Специальные джинсы для тех, у кого кривые ноги. Купальники есть, вот смотри. Только непонятно цены не почем, написано. да. Есть цена. Сколько? 149 гривен, 200 гривен. Это купальник. детский. Это Да? детский? Ого, нифига себе. Да? Это тоже детский. Это уже не Вот детский. такие детки, ничего себе. Нехилые. Вот цена. 300 гривен. 300. Ну, это лифчики, я так понимаю. Сразу, да? Так, нашли мы Это зимние 3000. куртки. 3000. Ну, она теплая, но некрасивая, на мой взгляд, вообще Ну, некрасивая. вот такие вот плащи. Это просто для сравнивания. 3200. 3200, дорого. 2000 такое вот женское пальто. А курточки? $600 гривен. В этом магазине хорошо, что цены сразу написаны, вот видите, прямо сверху. Это все по 2000 гривен. В общем, фасоны курток нас вообще женских не порадовали. Вообще нету никакого выбора. И цены, я бы не сказала, что они Дешевые, дешевые. да? Так, а что тут? Это Это обувь и сумки. Вот. Это распродажа, кстати. И цена на такую сумочку 500 гривен. Это очень маленькая сумочка. Давайте найдем сумку вот приблизительно, как Лада купила, да? 800 гривен, так что А вот, по-моему, точно такая же. Нет, моя чуть-чуть, лучше. чуть-чуть другой А материал. вот моя. Мгм. Та же самая цена, у меня лучше. У тебя форму держит. Все, то, что мы... Ну, вот есть еще такие подобные, как ты любишь. Это Какие? сколько? А это уже Это не 1700, кожа. это кожа. да? 2800. Территория не совсем низких цен. М, 2000. Зимняя обувь. Тебе такие нравятся? Я Не, бы- мне не нравится, я просто смотрю цены. Выяснили мы, что не совсем низкие цены здесь, хотя на джинсы есть очень потрясающие низкие цены, там по 200 гривен, по-моему. 250 по гривен 250. джинсы, это Это женские, да. И Ну, а всё. так в остальном, в и принципе, купальники по 300 гривен. в остальном, все очень дорого. да. Но что радует, что работает во время воздушной тревоги, никто не выгоняет. Короче, едем опять в Ашан. Да, нам нужны еще продукты. Куртку мы так Ладе и не нашли. Сейчас заглянем в Макдональдс, выясним, работает или нет во время воздушной тревоги. А тут вход с другой стороны. Припорошила снежком летнюю площадку. Вполне может работать. Тревога. А зараз Не работает.
Люди собираются возле Макдональдса, потому что отбой воздушной тревоги. Люди вот подошли, стоят. И мы тоже думаем, ну мы не особо хотим чего-нибудь съесть, но мы хотим попасть в Ашан и в Лавину. Наверное, поедем туда снова. Вот, видите, пошли. Сейчас. Отбои по областям, все. Сколько времени сейчас? Сейчас 14:41. 2 часа как раз была воздушная тревога. И вот она закончилась. Все, поехали назад в Лавину. Дубль номер 2. Приехали снова в Лавину. Уже отбой воздушной тревоги, поэтому мы надеемся, в этот раз мы сможем что-нибудь здесь посмотреть, может быть и купить. Ладе нужна новая праздничная куртка. Завтра у нее день рождения. Родилась она вместе с Иисусом Христом в один день, получается. Мы никак не можем перенести 7 января на 25 декабря. Да, потому Нам что неинтересно. не спеши машины. Нам не выгодно, так у нас 2 праздника в одном. Но мы не будем все очень конкретно показывать, покажем немножко обстановки и покажем то, что мы нашли. Так, это магазин Нью-Йоркер. По 800 гривен курточки тут. Но такой, которой хотелось бы, пока нету. Какие-то черные куртки женские по 800 гривен. Но красивого, сочного, яркого и индивидуального пока не видно ничего. Не то халат, не то курточка. Ну да, это на халат больше похоже. И стоит 1200 гривен. Да? Эти стоят 1350 гривен. Вот такие 1200. Ну вообще какой-то странный цвет такой. Но не все магазины работают. Вот Резерв этот не работает. Зара не работает. Бершка не работает. А вот и центральная елка Лавины. А за ней магазин H&M, который, к сожалению, не работает. А в H&M обычно нормальные цены были. Но нам не повезло в этот раз. И фонтан даже не работает сегодня. Есть магазин Collins, но в нем как бы я ни разу ничего такого нормального. По-моему, один раз джинсы себе купил. И это все. Сколько стоит такая шубейка? Шубейка 1000 гривен. Только она холодная, наверное, да? Слушай, это совсем недорого. Ты думаешь, такой можно ходить? Отлично, Да ну померяй. это смешно. 1300. Ну, Она, позор. она тоненькая. Ну это Это хорошее, мне нравится. Это в моем вкусе. А вот, слушай, так тут еще есть Ну какие-то. да. Я- шубейки. А вот такое пальтишко тебе не нравится? Посмотри, сколько стоит. 1108. Ну, цены недорогие, но это же осеннее такое, да. Красиво, нет? Ну что,
что, друзья, выходим из лавины с таким вот кульком. Купили Ладе куртку. Я вам уже показывал, какую сейчас ставлю кадр на ней. Куртка как смотрится. Мы склоняемся к тому, чтобы купить вот эту курточку. Потому что она хоть и очень простая. Потому что она простая. Простая, зато она делает Ладу, ну как бы естественной по фигуре, вот такой, как есть. Легкой, не громоздкой. Никакой. Нет. Всем спасибо за то, что смотрите нас. Всем хотим пожелать мира, здоровья, счастья. И благодарим за помощь, которую вы оказываете нашему каналу материальную. Это видео заканчивается. Следующее видео будет про то, как мы покупаем в Ашане продукты. Мы его... Расскажем вам цены на продукты перед Рождеством. Пока.